Приветствуем всех любителей путешествий на нашем канале «Успеть все». Сегодня 17 октября. Время 14:30. Мы находимся на улице Замковой в самом центре Новогрудка, старинного города, первой столицы Великого княжества Литовского. С Новогрудком связано очень много ярких событий, а у нас есть всего несколько часов на осмотр достопримечательностей. Как это обычно и бывает, когда приезжаешь в любое туристическое место без ночевки. Поэтому мы покажем маршрут, по которому и вы сможете прогуляться, если приедете в Новогрудок. А приехать точно стоит. Кстати, дорогу из Минска в Новогрудок мы тоже сняли. Ссылку на это видео мы оставим в описании. Ну а если вы не можете приехать, то тем более смотрите этот выпуск. Мы расскажем и покажем все самое важное и интересное об этом старинном и очень уютном городке. Пора начинать, чтобы успеть все. По Замковой улице мы подходим к памятнику поэту Адаму Мицкевичу, родившемуся недалеко от Новогрудка, крещенному в фарном костеле Новогрудка и жившему здесь в юности. Мы скоро поговорим подробно об этом человеке, но чтобы представить уровень этой личности, приведу только один пример. В 1828 году русский поэт Василий Жуковский после выхода поэмы Мицкевича «Конрад Валенрод» как-то сказал Пушкину: «Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс». На что Пушкин ответил: «Он уже заткнул меня». Вот такая оценка от классика русской литературы. Мы подходим к Замковой горе, самой высокой точке Новогрудка. 323 метра над уровнем моря. Именно на этой горе в IX веке располагались первые поселения. Реально от замка сохранились только руины 2 башен. Причем одна из сохранившихся – Щитовка. Вот она, как раз самая старая. Толщина ее стен внизу до 3 метров. С нее и началось строительство каменного замка-крепости в XIII веке. Здесь тоже была башня. Называлась Малые ворота. А за ней, снаружи, на склоне позднее построили еще 2 башни. К началу XV века возвели Костельную, Малые ворота и Посадскую башню. Ну и, конечно, стены между ними. Одновременно построили каменный двухэтажный дворец и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Дворец был разрушен уже в XVI веке. В конце XIX века храм тоже исчез. Мы вышли на смотровую площадку. Здесь когда-то возвышалась дозорная башня. Вдали фарный костел Преображения Господня.
Следующая башня, колодезная, появилась на склоне горы, там, где били родники. Еще через 100 лет построили еще 2 башни. Идем к месту, где стояла Посадская башня. К XVI веку Новогрудский замок был мощным укреплением, одним из сильнейших в Беларуси и единственным, имевшим 7 башен. Крепость неоднократно выдерживала осады крестоносцев, монголо-татар и галицко-волынских князей. Но все же несколько раз ее разоряли московские войска и казаки. А в промежутках между этими набегами замок не успевали восстанавливать, и постепенно сооружение пришло в упадок. В 1706 году, во время Северной войны, шведы взорвали остатки крепости, и с тех пор она больше не восстанавливалась. Когда в конце XVIII века Новогрудок оказался в составе Российской империи, власти приказали разобрать остатки замковых стен и вымостить ими улицы города. В конце XIX века на территорию замчища стали свозить со всего Новогрудка мусор. Только в 1921 году, в период Польской республики, Новогрудский замок был взят под охрану. С 1956 года уже советские археологи заинтересовались Новогрудком, но только в 21 веке по-настоящему решили вложиться в сохранение того, что было почти утрачено. Рядом с Замковой горой в 1920-х был насыпан искусственный холм, курган в честь Адама Мицкевича. Будущий великий писатель, поэт и публицист родился в фольварке Заосье, недалеко от Новогрудка, в 1798 году. К этому времени Новогрудок уже 3 года находился в составе Российской империи после Третьего раздела Речи Посполитой. В 1929 году Мицкевич уезжает за границу. Он жил в Германии, Швейцарии, Италии, занимался литературным творчеством и в то же время политической публицистикой. Участвовал в деятельности польского национального движения. Литературные произведения Мицкевич создавал на польском языке. Это в значительной степени язык белорусского и литовского дворянства. А Беларусь он всегда помнил и прославлял родные пейзажи в своих самых знаменитых поэмах «Дяды», «Пан Тадеуш», «Конрад Валенрод». Для поляков Адам Мицкевич – один из 3 самых почитаемых поэтов эпохи романтизма. Когда в 1890 году его прах был перевезен в Краков, его поместили в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе. А в 1924 году, когда Новогрудок находился в составе Польской республики, было принято решение о возведении в городе кургана в честь поэта. Поклонники творчества Мицкевича 7 лет привозили горсти земли со своей родины. К 1931 году высота кургана достигла 18 метров. Это единственный в Беларуси курган, созданный в честь отдельного человека. И восхищает то, что насыпан он не по указке сверху, а по велению сердца каждого, кто искренне восхищался его творчеством и жизненной позицией и чтил его память. Идем дальше.
С этой стороны можно лучше рассмотреть две башни замка. Щитовка и Костельная. А впереди нас ждет фарный костел Преображения Господня. Первый храм на этом месте был построен еще князем Витовтом в 1395 году в готическом стиле. В XVIII веке его перестроили в стиле сарматского барокко. Самое известное историческое событие произошло в этом храме в 1422 году. Польский король Владислав II Ягайло венчался здесь со своей последней, четвертой женой Софьей Гольшанской. Ему около 60, ей 17. За 12 лет брака Софья родит мужу 3 сыновей. Кстати, Софья происходила по матери из православных князей Друцких, живших на Полоцкой земле. Так что можно смело утверждать, что наша соотечественница стала родоначальницей королевской династии Ягеллонов. С начала XIX века для храма начались темные времена. В 1812 году наполеоновские войска, занявшие город, приспособили древнюю церковь под склад провианта. После подавления восстания в 1864 году царские власти закрыли храм. Костел пустовал и приходил в упадок. Только в 1906 году здание снова возвращают католикам. В конце 20-х годов храм отдали под опеку монахинь-сестер-назаретанок. Камень в память об 11 новогрудских мученицах. И это, пожалуй, самая трагическая страница в истории Фарного костела. Во времена немецкой оккупации летом 1943 года к германским властям обратились 11 монахинь с необычной просьбой. Дело в том, что фашисты часто прибегали к такой тактике. За каждую диверсию партизан расстреливали ни в чем не повинных мирных жителей. И в этот раз 120 арестованных новогрудчан были приговорены к смертной казни. Так вот, сестры-назаретанки попросили отпустить местных жителей и заменить их собой. Их объяснение потрясает. У арестованных горожан, говорили они, остались семьи, дети, а у монахинь никого нет, кроме Бога. И немцы согласились. 1 августа 1943 года женщины были расстреляны в лесу недалеко от Новогрудка. Когда в конце войны была проведена эксгумация тел, оказалось, что некоторые из монахинь были только ранены, когда их закопали после расстрела. Самой старшей было 54 года, самой младшей – 26 лет. В 1991 году останки сестер были перезахоронены в саркофаг в каплице Фарного костела.
Католическая церковь причислила 11 мучениц к лику блаженных. По улице 1 мая направляемся в старый центр города. Вот такие дома с колоннами характерны для польской застройки начала XX века. Нам кажется, это барон Мюнхгаузен. Это частная территория, и владельцы, похоже, так украсили баню. Бывшая рыночная площадь, ныне площадь Ленина. Площадь была скорее треугольной формы. Вокруг нее располагались 3 храма и ратуша. Ратуша не сохранилась. На ее месте сейчас магазин «Детский мир», а церкви стоят и сегодня. Застройка столетней давности. Борисоглебская церковь. Каменный храм возвели в XVI веке в готическом стиле. Позднее перестроили в стиле барокко. Храм строился как православный. В XVII веке был передан униатам, а в XIX он снова стал православным. Храм оставался действующим до 1961 года. Затем его использовали как архив, и только в 1996 году его снова вернули верующим. Заглянем в этот уголок бывшей рыночной площади. Совсем не туристическое место, но тем оно и любопытно. Жизнь без прикрас.
Снова выходим на площадь. Застройка 1920-х годов. Краеведческий музей. И символ города – Архангел Михаил. Его изображают в рыцарских доспехах с весами правосудия в одной руке и карающим мечом в другой. Мы подошли к Свято-Никольскому храму. Первоначально это был католический храм монастыря францисканцев. В 1846 году храм стал православным и был перестроен. К стилю позднего барокко добавили элементы русско-византийского стиля. Памятник преподобному Елисею, основателю Лавришевского монастыря близ Новогрудка. Современник Миндовга. О жизни его известно немного, зато точно известно, как он умер и что было дальше. Елисей был убит своим воспитанником, бесноватым юношей-слугой. Произошло это примерно в 1250 году. Кстати, убийцу не тронули, а он, прикоснувшись к мощам преподобного Елисея, исцелился. Так что мощи Елисея промыслом Божиим были прославлены чудотворящими. Есть легенда, что когда в 1505 году крымские татары совершили очередной набег на земли современной Беларуси, они не тронули Лавришевский монастырь. Когда враг подошел к его стенам, Господь явил чудо через угодника Елисея. Татарам показалось, что монастырский двор заполнен отборной конницей, готовой ринуться в бой, и враг в ужасе бросился бежать. Возможно, это событие и стало поводом для канонизации преподобного Елисея. Но в годы Первой мировой войны чудо не повторилось, и монастырь был сожжен, а мощи утрачены. Мы подошли к необычному музею. Это музей миниатюр под открытым небом «Утраченное наследие». Здесь стоят макеты не сохранившихся до наших дней зданий. Все они созданы местными школьниками по старым фотографиям и рисункам.
Вот так сохраняют память о прошлом в Новогрудке. Пока мы идем к следующей достопримечательности, вспомним самое важное из истории Новогрудка. Впервые Новогрудок упоминается в летописях в 1044 году. Соответственно, в 2024 здесь отмечали 980-летие города. Главное историческое событие, связанное с Новогрудком – коронация здесь в 1253 году Миндовга, основателя династии великих князей литовских, и создание Великого княжества Литовского. Новогрудок стал его первой столицей. Уже в XIV веке столицу ВКЛ перенесли в Вильно, но Новогрудок оставался одним из главных политических и культурных центров княжества. После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Новогрудок оказался в Российской империи. В начале XX века, на волне Первой мировой войны и революционных событий в России, город делили с переменным успехом немцы, российские большевики и поляки. Все это закончилось в 1921 году Рейхским миром, по которому Новогрудок вошел в состав Польской республики. Католический храм Михаила Архангела, бывший доминиканский костел, школу при котором закончил Адам Мицкевич. Осенью 1939 года начинается Вторая мировая война, и город занимает Красная армия. Затем немецкая оккупация. А после войны победители рисуют новые границы в Европе, и Новогрудок оказывается в составе Белорусской ССР. Вот очень коротко об истории города. А мы идем к дому-музею Мицкевича. Он построен на фундаменте реальной усадьбы его родителей. В экспозиции музея собраны материалы о семье поэта, личные вещи Мицкевича, мебель, предметы интерьера и посуда XVIII-XIX веков. Стоимость билета около $1. Экскурсия по музею от 9 до $15. Детство будущий поэт проводит в городе. Учится в доминиканской школе, а затем отправляется в Виленский университет на физико-математический факультет, но переводится на факультет словесности. Учится, пишет стихи и заодно участвует в создании и деятельности патриотических молодежных кружков и жаждет перемен. Но, окончив университет, он стал обычным учителем словесности в Ковна, это современный Каунас, и, возможно, даже забыл о существовании тайного общества филоматов, членом которого он состоял. А вот царская власть не забыла. Через несколько лет члены тайного общества были арестованы и приговорены к тюремным срокам или ссылке. Можно сказать, что Мицкевичу очень повезло. Он провел под арестом всего полгода, а после приговора был выслан не в Сибирь, а всего-то вглубь России. Петербург, Одесса, Крым, Москва. И, конечно, везде он оказывается в среде творческой интеллигенции, знакомится с будущими декабристами, встречается с Пушкиным. Кстати, Александр Сергеевич относился к Мицкевичу с величайшим уважением. Великий русский поэт в присутствии Мицкевича, по описанию современников, был крайне скромен и внимательно выслушивал его мнение, так как считал Адама Мицкевича более образованным и ученым. В
1929 году Мицкевич уезжает за границу и уже никогда не вернется в Российскую империю. К сожалению, умер поэт очень рано, в Константинополе в 1855 году. Ему было всего 56 лет. Скульптура Гражина. Подарок студентов Белорусской академии искусств. Аллея фонарей появилась в честь 970-летия города. Фонари изготовлены на средства различных предприятий и организаций Новогрудка. Торговые ряды XIX века. Итак, мы осмотрели важную часть города, но есть еще один объект в стороне от нашего маршрута, который невозможно пропустить в Новогрудке. Улица Минская, 68/8. Бывшее здание воеводского суда. Построено в 1930 году. Ныне оно принадлежит сельскохозяйственному лицею, а в годы войны в нем размещались мастерские, где узники еврейского гетто ремонтировали униформу для вермахта. Мы заходим на территорию бывшего гетто. С этим местом связана совершенно уникальная по своему драматизму история. С начала оккупации Новогрудка в 1941 году в течение 2 лет фашисты провели несколько массовых расстрелов евреев. Были уничтожены тысячи гражданских. Большинство узников гетто были те, кто не представлял для оккупантов ценности как рабочая сила. Среди них оказалась и семья 12-летней Михли Сосновской. Ее родители понимали, что впереди смерть, и подкупили охранников, чтобы их дочке удалось незаметно выйти из гетто. Побег удался. Девочка вышла за пределы гетто, и, казалось, теперь она сможет спрятаться и избежать смерти. Но на улице ее узнала знакомая из местных и выдала полиции. Михлия арестовали и на следующий день расстреляли. Эта скульптура – точная копия с фотографией Михли Сосновской в костюме бабочки на празднике Пурим.
сентябрю 1943 года в этом гетто оставалось менее 300 человек. Только те, кто мог еще быть полезен в мастерских. И эти изможденные, но не сломленные люди сумели прорыть 200-метровый тоннель под бараком до территории за пределами гетто и осуществили побег. Вот этот барак. В побеге участвовали 235 человек, и только половине удалось спастись. Охрана довольно быстро обнаружила исчезновение узников, а следом и вход в тоннель. Началась беспорядочная стрельба, и те, кто уходил последними, погибли прямо в тоннеле. Кого-то схватили в лесу во время облавы. До сих пор неизвестна судьба около 30 человек. Одним из участников побега был 14-летний Идель Каган. Он выжил, после войны оказался в Лондоне и стал успешным бизнесменом. В 1991 году Идель приехал в родной Новогрудок с инициативой создать музей, который рассказал бы всю правду о событиях 50-летней давности. Так появился музей еврейского сопротивления. А несколько лет назад на территории музея открыли стену памяти, на которой выбиты имена бежавших узников, а рядом с ними просветы, через которые виден спасительный лес. А тех же, кто погиб во время побега или был пойман позже, напоминают застрявшие в стене кирпичики. Большую часть строительства мемориала профинансировал Чарльз Кушнер, сын одной из узниц гетто, Рэй Кушнер, которая принимала активное участие в организации побега. Кстати, Чарльз Кушнер – это отец Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Здесь мы и закончим нашу прогулку. Спасибо Новогродку и его жителям, что сохраняют историческую память. Спасибо вам, зрители, что смотрите нас. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Не забывайте про лайки и подписку. До встречи на канале.